Представители знака зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад, пасьянс, неожиданности и сюрпризы. Поворот судьбы. Неожиданности и сюрпризы до конца октября. Давайте рассмотрим, что нам подскажут карты. Жизнь не бывает полностью предсказуема, но, наверное, вот этот поворот судьбы, он больше будет связан. В конце октября мы можем более правильно оценивать какую-то реальность. Мы можем себя поблагодарить, кстати, за то, что мы когда-то куда-то не поторопились или не сделали каких-то громких заявлений. За то, что не разрушили, может быть, что-то такое тоже вполне может проиграться. У вас сейчас период, когда Плутон, заходя окончательный или последний раз в знак Козерога, как раз и помогает вам с чем-то определиться. И когда вот этот поворот судьбы, или вот ваше внутреннее определение по какому-то вопросу состоится, все начнет развиваться как-то с более правильной ноги или в каком-то более правильном контексте. Но еще ноябрь. И в ноябре вот эти энергии Козерога будут выводить вас на какую-то финальную стадию принятия решений. Это может быть прояснение той или иной обстановки, ситуации, отношений, которая произойдет в начале или где-то ближе к 20 числам. Такое планетарно, по крайней мере, может быть. Но вот этот поворот судьбы или мои приоритеты, это как раз как план или как задача до конца октября. Итак, давайте узнаем неожиданности и сюрпризы, что же нам расскажут рандомные карты пасьянса, с чем это может быть связано. Я смотрю за тем, что у нас совпадает. И, мои дорогие, если какие-то посторонние шумы, снаружи идут работы, и я на это не влияю. Прошу правильно понять и оценить. Вот такой шум. Итак, у вас выпадает письмо, сообщение, но это любовное письмо, это то, что касается личной жизни. И все же это бумага-документ, поэтому для кого-то из вас это может быть связано с тем, что важные документы по личной жизни. Либо вы будете что-то готовить, либо вы получите сообщение, но каким-то образом это будет увязано именно с бумагой, с документом. Смотрим, что еще совпало. Какие вопросы на повестке? Правда, оформлениями. Вот этот дом, да, это больше учреждение, когда мы что-то согласовываем. Может быть, вы отправитесь к чиновникам, будете узнавать еще что-то, как мне сделать правильно, по закону, как закон работает в отношении меня. Вот такие задачи перед вами могут стоять. А у вас еще, смотрите, какая-то интересная, перспективная история, я бы сказала. Ну, я вижу так, что это может быть и работа, да, потому что работа учреждения, но это может быть и личная жизнь. И вот этот прочный союз, в принципе, есть люди или есть контакты, когда вы можете что-то очень благополучно для себя подписать, согласовать, видоизменить. У нас планетарно нам говорят о том, что мы как можем и соглашения, контракты, у кого-то даже брачные, пересматривать, договариваться, какую-то ситуацию прояснять. Но есть прочный союз, и это уже благо. Смотрим, что нам расскажут карты пасьянса еще. Мои дорогие, у вас выпадает очень сильная позиция, потому что шляпа волшебника, шляпа-невидимка, я ее еще называю. Это нам о чем говорит это значение? Куда ты не торопись. Именно не в плане торопись физически, может быть и так, у кого-то так проиграется, но с определением. Не торопись кому-то выносить вердикт, такое жесткое либо нет, либо такое концептуально твердое да. Что-то будет меняться, и ты пока еще не видишь. Поэтому нейтральную позицию занять. Об этом нам говорит значение шляпа волшебника. Быть словно, знаете, интуитивно чувствовать, что происходит вокруг вас, и правильно оценивать реальность. И тогда дважды это все усиливает ваши позиции.
Конечно, маг-волшебник в любом случае, это у нас великий манипулятор, еще вдобавок и так. А вот смотрите, правда, документы или какой-то документооборот, у кого-то это может, безусловно, совпасть с высокими инстанциями, может быть и отчетами. Дважды как будто, да, документы. Есть и любовные, но есть еще и документы по работе. Вы что-то подводите к знаменателю, в том числе документально. Какая-то история любви. С чем-то вы определяетесь. Или, может быть, это касается вашей личной жизни, вашей семьи, я имею в виду, с вашими родственниками. Это могут быть документы, где-то и наследство, кстати. Октябрь, ноябрь, такие вопросы. Какая-то обстановка больше проясняется и одновременно закрепляется на бумаге. И я вижу так. Идем дальше. И у вас вообще перемены на пороге, мои дорогие. Часы, перемены. Ориентиры какие-то вы тут берете. Может быть, оформив определенные документы. Более четко ваша позиция. Уже теперь она ясна. Да, может быть, не на 100%. Иначе бы шляпа волшебника не выпала. Раз выпала, оставляйте все же маневр для того, чтобы что-то видоизменить. Или вовремя внести коррективы. Вам как будто придется выбрать вообще направление. Посмотрите, помимо того, что вам выпадают часы, и мы сказали, это перемены, время пошло как будто нового отсчета. И события, они ведь не будут молниеносно развиваться. Что-то может или могло двигаться постепенно, но нам, может быть, и казалось, что все замерло, и никуда ничего не продвигается. А на самом деле нет. Какая-то ситуация, она просто шла вот теми ритмами, как должна была идти. И вот теперь компас. Это мы буквально, может быть, географически выбираем место нашего проживания. У вас могут быть, в принципе, важны некоторые согласования по части вашего дома и места нахождения. И вы можете, если вопрос стоит о переезде, вы можете сменить направление. Собирались в одно место ехать, а здесь куда-то в другое собираетесь. Или будете рассматривать разные варианты, или, опять же, с чем-то определитесь. Здесь немножко у каждого будет по-своему. Идем дальше и смотрим. Вот какой-то флирт, мои дорогие. Но с флиртом иногда и новое знакомство может быть связано. Или легкость, знаете, как и на подъем, взаимодействие, хорошее настроение, мои дорогие тельцы. И это само по себе здорово, и это благо. Но вот смотрите, документы, сердце, и здесь у нас выпало вот еще что. Паук. Это внутреннее сомнение. Или когда мы кого-то подозреваем, может быть, в нечестности, что нам что-то не договаривают. Но мы можем, кстати, из-за этого какую-то свою историю. Тут у нас наоборот что-то проясняется, причем твердо, надежно, понятно, более чем достойно. А мы можем себе добавить сомнений. Может быть, это у кого-то, к примеру, по части новых людей, новых знакомых. Вот если мы сравниваем, да, как флирт, веер и паук, вот с новыми какими-то контактами, я бы сказала, можно сомневаться и не торопиться дважды. Но с тем, что вам уже знакомо, понятно, или с человеком, может быть, конкретным, или те дела, которые вы взаимоотношения, которые для вас известны. Вот здесь как раз больше ясности, твердости, ну и, как следствие, понимания или взаимопонимания. Правда, придется не избежать каких-то инстанций согласований. Выпадает карта корона. С одной стороны, это буквально и у вас сильная позиция. С другой стороны, это начальники, лица, которые имеют в своих руках рычаги влияния и какого-то взаимодействия. Может быть, это и контакт или знакомство даже с таким лицом. Тогда примите во внимание, мои дорогие тельцы, пусть у одного, у двух, но может проиграться такой момент, что человек, с которым вы случайно познакомитесь, будет вам казаться, ну, таким
где-то игриво непонятным. Или человек может себя выдавать за кого-то другого. И я могу допустить, человек как раз имеет какую-то должность или имеет в отношении вас какую-то свою либо стратегию, либо он о себе просто много не говорит, потому что он вынужден скрывать свое положение или какой-то свой статус. Вот такой момент. И поэтому лучше быть, ну, как легкость общения мы принимаем, но выводы не делаем. Тут мы где-то больше себя даже сберегаем, говоря о себе или останавливая себя тем фактом, что я пока ничего не знаю. Для меня пока еще человек как темная лошадка. Правда, будьте внимательны в каких-то новых контактах или взаимосвязях. Я не вижу прямых совпадений, но, к примеру, посмотрите, я вижу еще вот что. То есть, если бы мы с вами сложили, у нас бы, да, крайние ряды, у нас бы сошлась метла. Вымести ссор, буквально из своей жизни. Может быть, у кого-то это дела домашние, вы хлам выбрасываете, меняете мебель, делаете ремонт. Действительно, тут вопросы дома конкретно проходят. Но это еще, если мы говорим про отношения, то тогда избавиться от ментального мусора. Или совершить очень важные разговоры в октябре и планетарно, кстати. Для вас это более благоприятный период, разобраться с чем-то. И сделать это совершенно необходимо, потому что у вас как второе дыхание. Вы меняете себя, меняете пространство, а пространство вторично будет менять вас. Может быть, это будет касаться вопросы образа жизни, где-то вашего имиджа. Для вас все важно в этот период. Потому что в ноябре еще нам придут какие-то новости, события, которые придется учитывать. Придется учитывать какие-то обстоятельства. Ну, давайте карты пасьянса дополним картами Таро. Колесо года – это некоторая цикличность по этим картам проходит. И поэтому продолжаем неожиданности и сюрпризы. И первые три карты – неожиданности для тельцов. Вот смотрите, подвешенное состояние. Может быть, длительное время была в чем-то пауза в отношениях. Или какой-то вопрос вы для себя не могли найти информацию или прояснить. Или какое-то дело развивалось очень медленно. Есть такой момент, что вы как раз с чем-то и разобраться можете. Давайте я достану еще одну карту. Но я не могу исключить, что сам по себе и период октября – это не время что-то форсировать. Это время делать важные выводы. Вот этот поворот судьбы, он как ваш внутренний выбор, мои дорогие тельцы. И больше он направлен на то, что может быть, обстановка такова, которая меняется, и она вас заставляет уберегать самого себя. У нас в этой колоде карт, посмотрите, свое добро двое мужчин буквально спасают во время наводнения. И это как самое основное. Может быть, это то, что касается ваших близких или каких-то взаимоотношений, вашего статуса или вашей работы, вашего самовыражения. Себя сохранять, себя защищать. Вот такая позиция должна быть. И, может быть, где-то не навредить. Нам тоже говорят, все усилия только должны быть направлены по части каких-то собственных свершений или удержания каких-то отношений, какой-то возможности. Вот именно возможность. У вас ведь шляпа волшебника. Даже тогда, когда вот как наводнение вокруг что-то происходит. Себя саму сохранять. В неожиданностях какая-то поездка. И нам ведь тут уже про географию и про перемены сказали. Карта отчасти заслуженного успеха, пусть не в этой колоде, в другой. Но карта говорит, что мы отплываем от старого берега. И нам показан человек, я надеюсь, это видно, его лицо не самое радостное. Он переживает. Его, может быть, жизнь, поскольку у него за спиной как будто как пространство практически, которое безжизненное. Или то, что уже он понимает, в этом месте я не могу находиться, он не видит перспектив. Как будто ехать нужно, отправляться, идти вперед необходимо. Но я еще пока не вижу дорогу, я еще пока не знаю, что меня ждет впереди. И пока я доплыву
до другого берега, какие превратности судьбы передо мной откроются или как будут разворачиваться события. Это карта мужества, потому что хватает мужества идти вперед, мои дорогие. Поэтому на кону, и если мы с вами про неожиданности, как и поездка какая-то конкретная, у кого-то из вас перемены по работе, когда вы будете, к примеру, можете изменить свой график работы, или вы будете вынуждены где-то, обстановка на работе может именно в коллективе меняться, или это будет связано с чем-то, ну, тоже какие-то обстоятельства, может быть, перемены внутри коллектива, новый руководитель, к примеру. По этой карте вы можете, те, кто занимаются творчеством, добавить себе каких-то новых вариантов зарабатывания денег или самовыражения, или к чему вы можете приложить это творчество. Отчасти карта, все же у нас мечи, мечи это пространство, это эфир и интернет. Заявите себе, может быть, миру, и вы можете вообще поменять стратегию, тактику. Но это какие-то осторожные шаги. А у кого-то конкретно вопросы, которые будут касаться дома. Сюрпризы давайте рассмотрим к нашим арканам. Аркан умеренности, посмотрите, был аркан повешенный, и вы как будто из одних энергий переходите в другие. Раньше был стопор, а теперь, да, все, тоже нет ускорения какого-то с места в карьер, но какая-то обстановка проясняется сама по себе. И пройти по какому-то узкому фарватеру неторопливости совершенно необходимо. Почему? Потому что иногда по аркану умеренности идут не случайные случайности. Вам важно будет, мои дорогие тельцы, это как подсказка извне или подсказка в тех событиях происходят, которые вокруг вас. Для вас будет скрыта какая-то возможность, не упустите чего-то. Поэтому какую-то блестящую возможность для вас, может быть, и выйти из подвешенного состояния, да, ну, условно говоря, или завершить какой-то период одиночества, к примеру, для кого-то из вас, или период, когда я, ну, не мог действовать, я вынужден был дождаться определенного документа. Вот у кого-то же буквально так. Сюрпризы. Вторую карту давайте достанем. Здесь все становится на свои места. И все те значения, которые мы с вами перечислили по верхним картам неожиданности, это все в конечном итоге выстраивается в какие-то более красивые кружева. Вы можете в октябре вот этот поворот судьбы. Это тот поворот, который происходит в нашей душе. Мы больше понимаем, для чего нам были нужны конкретные отношения или какой-то период работы в определенной организации или по личному творчеству, по бизнесу, по зарабатыванию денег. Мы прошли тоже какой-то путь. Отношения, может быть, какие-то контакты, для чего нам были тоже даны. Карта «Дорога к свету» в этой колоде называется. И вот у вас семерка жезлов плавно переходит в дорогу к свету. Сохранять себя нужно, потому что впереди, как я уже сказала, в ноябре еще будет что-то в вашей жизни происходить, когда вы не раз себя поблагодарите, как и за то, что себя сохранили, сумели использовать какие-то возможности, и о том, что у вас хватило мужества. С одной стороны, может быть, что-то не разрушить или сделать в каком-то деле первые шаги. Вы себя очень поблагодарите, мои дорогие тельцы, правда, потому что это карта избавления от боли, избавления от страданий. Прошлое оттолкнулось от вас само. Сюрпризы. Третью карту достаем. Вот посмотрите, 2 шестерки. Любая 6 это всегда, если по нумерологии, это победа. Это вершина нашей активности. Это как кульминационная фаза всего того, что мы приняли или предприняли ранее. И если вот путешествия, переезды, и нам говорит шестерка мечей, или какая-то реструктуризация вашего бизнеса, или вашего личного дела, хобби, монетизация, кстати, или как-то вот отношения, взаимодействий, здесь могут быть какие-то интересные взаимоотношения с теми людьми, которые к нам возвращаются из прошлого. Но, возможно, возвращаются с учетом предыдущих карт совершенно в другом качестве.
И все то, что я только что сказала, эта карта подтверждает. Да, шестерка чаш – это карта и ностальгии тоже, но рядом карта страшного суда, она говорит о том, что то, что не будет продолжено, вы, значит, и завершите. Причем сделаете какой-то вывод без надрыва душевного, а просто примите, что, ну да, нам с кем-то и не по пути. Или, может быть, какие-то взаимоотношения, отчасти даже были контакты, приятные контакты, но это касалось вашей работы. А может быть, человек ушел, может быть, это была какая-то для вас поддержка даже, да, в ваших делах, в работе, в творчестве. Но вот теперь новые ориентиры. А кто-то, наоборот, сумеет перевести отношения на новый уровень. Вот здесь мы немножко разные. Давайте подведем итоги, да, вот как итоги октября. Вот эти первые две карты, как неожиданности и сюрпризы. В конечном итоге во что для Тельца выльются? Ну, прекрасно, ваша карта. В какую-то реальность, в надежные отношения. Или разбор какой-то ситуации окончательно с получением документов, в чем-то вы поставите точку. Или материальный рост, материальные какие-то согласования по части имущества, недвижимость или откуда ко мне приходят деньги, решение вопросов с банками, кстати, закрытие кредитов или наоборот, может быть, у кого-то ипотека, и раньше не получалось взять ее, а теперь у вас какие-то новые перспективы. Но это тот итог, даже если меня девочки смотрят, пусть это вы где-то в более мужских энергиях, но таких прозорливо внимательных, потому что нет даже намека на то, что я готова рисковать. Нет. Это может как раз говорить о том, что отношения, которые шли ни шатка, ни валка, то через паузу, то через какие-то недопонимания, вот здесь все прояснится. Может быть, это касается взаимоотношения с вашим конкретным партнером по браку или с какими-то еще друзьями. Все же это тоже может быть. Или с контактными лицами. Но по этой карте идет еще и человек, на кого мы можем опереться. Поэтому отчасти это о вас, но и еще и как минимум один человек, который словно с вами заодно, или ваша семья с вами заодно, и есть какая-то группа поддержки, и это уже сильная позиция. Но тут сильная позиция, потому что маг. Хорошо, по этому дуплету. Итоги давайте подведем. А здесь все по справедливости. Очень символично, что как и карта суда, так и правосудия. У кого-то из вас могли быть буквально вопросы, связанные с судом, разбирательствами, или медиаторством каким-то. И здесь мы уже получаем результат, это правда. По этой карте нам еще и говорят, не нарушай закон, поэтому итоги. Будет что-то оформлено. И нам уже не раз об этом сказали. Или мы будем продумывать дальнейшие шаги, может быть, что-то перенесется и на ноябрь, с учетом обстоятельств каких-либо, но это в целом больше понимания. Поэтому в целом мы, должна я добавить, уважаем закон, уважаем власть, уважаем какую-то систему иерархии и что-то сводим к единому балансу. Но и тоже, как обстановка проясняется, больше гармонии, как и в вашей душе, больше честности, кстати, искренности в отношениях, и это все способствует вашей как сильной позиции и тому, что вы уже, может быть, в ноябре как раз и сумеете с точкой осуществить или завершить то, что вы планировали прежде, и будете дважды уверены. Давайте по третьему нашему дуплету, каков итог. Верховная жрица. С одной стороны, это карта независимости. И не говорят однозначно. Все то, что я сказала по шестерке кубков, чаш, что для кого-то из вас это будет окончательное прояснение какой-то обстановки или переезд, или как раз вы переводите отношения, к примеру, если мы личную жизнь, на новый уровень, но с кем-то вы прощаетесь, и это как будто совершенно необходимо. Вот ваша независимость. Вы можете оценивать, переоценивать некоторые отношения, что была, может быть, любовная история, теперь мы переведем в дружбу. И отталкиваться вы будете от того, что ваша независимость для того, чтобы осуществить какой-то проект,
она наиболее важна. А кто-то наоборот. Моя независимость именно будет сопряжена, или большая какая-то ресурсность будет как раз сопряжена с переездом в конкретное место. И мне нужно как-то увязать вопросы отношений, может быть, каких-то важных согласований, но я где-то теперь себе не наврежу. Я никому ничего не обещаю и где-то не говорю ни да, ни нет. Больше храню молчание. По крайней мере, эта карта Верховная Жрица вам подсказывает, мои дорогие, тельцы. Вот как детская игра, да, и нет, не говорите. И тогда ваша позиция будет и сильнее, и независимее. Может быть, эта карта говорит, есть те вопросы, ты не торопись. Слушай свою интуицию, ведь это карта интуиции. И что-то переходит на ноябрь. И я уже сказала, правда, в ноябре будут больше ясности, и по какому-то конкретному делу вопросов будет больше четкости. Обстоятельства какие-то добавятся, и поэтому вы наверняка уже сможете с чем-то определиться или что-то совершить. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.